Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Вот, друзья, сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание высокосному дню 29 февраля. Поговорим о святом, который сегодня вспоминают, также почему сегодня тяжелый, опасный, мистический день, на какие моменты, советы, рекомендации вам обязательно стоит обратить внимание, чтобы этот день, 29 февраля, прошел для вас спокойно, мирно и гармонично. Давайте с вами далее, друзья, все более подробно разбираться. 29 февраля православная церковь почитает память святого Иоанна Кассиана Римлянина, выдающегося христианского монаха и богослова, чье влияние на монашескую жизнь и духовное развитие было огромным. История и наследие этого святого наполняют нас вдохновением и мудростью, оставляя след в сердцах верующих. В невысокосные годы служба святому Иоанну Кассиану Римлянину совершается 13 марта на повечерие. Иоанн Кассиан был родом из Марселя и с детства испытывал влечение к духовной жизни. Приняв монашеский образ жизни, он отправился в странствие, изучая монашеские обычаи и правила в Вифлеемском монастыре и монастырях Египта. Его стремление к духовному совершенствованию привело его в Константинополь, где он был посвящен диакону Иоанном Златоустом, одним из великих христианских богословов того времени. Около 405 года Иоанн был послан в Рим, чтобы найти защиту для Иоанна Златоуста, и позднее поселился в Марселе, где основал два монастыря, мужской и женский. Его духовное наставничество и богословские труды стали источником вдохновения для многих верующих. Одним из наиболее значимых трудов Иоанна Кассиана является его правило общежительных монастырей и собеседование с египетскими авами, где он рассматривал различные аспекты христианского учения и нравственности. Его труды остаются актуальными и вдохновляющими для многих верующих, внося значительный вклад в развитие монашеской жизни и духовной практики. Кроме того, святой Кассиан известен как оборонитель и защитник от темных сил и призраков, и своим преданным и благословенным образом он приходит на помощь тем, кто ищет защиты и благополучия. Вера в святого Кассиана изгоняет нечистую силу и вдохновляет многих верующих молиться о защите своего дома и семьи от внешних и внутренних злых сил. Молитвы об изгнании тьмы и привлечении света помогают сделать жилище безопасным и уютным для всех его обитателей. Одной из самых распространенных просьб к святому Кассиану является молитва о мирном и спокойном сне. Вера в его защиту от злых духов и кошмаров приносит утешение и спокойствие верующим, особенно детям, которые страдают от ночных кошмаров. Многие родители обращаются к святому Кассиану с молитвами о здоровье и о благополучии своих детей. Они просят о хорошем аппетите и о силе для ребенка, чтобы он мог расти крепким и здоровым. Вера в святого Кассиана помогает верующим преодолевать различные трудности и препятствия в их жизни. Молитвы о даровании силы и уверенности позволяют справиться с испугом и боязнью, а также помогают избавиться от заикания и других проблем. Святой Кассиан остается для верующих символом надежды и защиты, призывая всех к вере и благочестивости в своих молитвах и деяниях. А вот в народном календаре 29 февраля назвали Кассиана в день Кассиан Завистливый или Кассиан Кривой. И, как вы понимаете, День памяти святого Кассиана отмечается лишь один раз в 4 года, так как его праздник приходится на 29 февраля, который бывает только в высокосном году. Этот день сопровождается древней легендой, которая пережила века и до сих пор вдохновляет верующих своей мудростью и моральным уроком.
Согласно легенде, связанной с именем святого Касьяна, Бог лишил его ежегодной памяти за недоброжелательное отношение к бедным людям. В этой легенде участвовали также святой Николай Угодник и обычный мужик, который столкнулся с трудностями на дороге. Однажды мужику на дороге увяз его воз, и Касьян Угодник проходил мимо, и мужчина попросил его о помощи, но Касьян отказал, заявив, что не хочет испачкать свои одежды. Скоро после этого на том же пути прошел Николай Угодник, к которому мужик тоже обратился с просьбой. Николай помог мужику вытащить воз, несмотря на возможность испачкать свое одеяние. Когда оба святых пришли в рай, Бог спросил их, где они были и что они делали. Касьян объяснил, что отказался помочь мужику из-за страха испачкать одежду, тогда как Николай оказал помощь без колебаний. Бог, услышав это, решил, что за отказ помочь мужику Касьяну придется служить молебны только один раз в 4 года. В то же время Николаю Угоднику за его доброе сердце и бескорыстную помощь предназначил служить молебны 2 раза в год. Эта легенда, несмотря на свою древность, до сих пор служит уроком о доброте, сострадании и важности бескорыстной помощи нуждающимся, напоминая нам о ценности добрых дел и милосердия в нашей жизни. Святой Касьян – это фигура, которая окруженная тайной и мистикой, которые сложились на различные народные представления. В народных легендах и преданиях его часто изображают как недоброжелательного, корыстного и зловещего святого, способного приносить людям несчастье. Согласно народным приметам, традициям и обычаям, святой Касьян считается неприятным и мрачным персонажем. Его внешний облик описывается как уродливый, с косыми глазами и мертвящим взглядом, который способен пронзить душу. Люди утверждают, что Касьян обладает странными способностями, включая способность заворачивать головы цыплят, что приводит их к смерти. В день своего праздника, согласно легендам, Касьян устраивает своеобразное развлечение, наблюдая за миром вокруг себя. Если он посмотрит на людей, на поля или на скот, то в этот день наступит болезнь, неурожай или еще что-то не очень хорошее. Также считается, что Касьяну подвластны все ветра, и он может взять под свой контроль погодные явления. Кроме того, святого Касьяна связывают с повелителем ветра. Он обладает силой контролировать ветер, и сильный ветер в этот день считается плохим знаком. Традиционно люди стремились как можно быстрее укрыться от сильного ветра, считая, что это может принести несчастье. Поэтому особенно внимательно следили за погодными условиями. В этот день, 29 февраля, принимали меры предосторожности, чтобы избежать возможных негативных последствий. Ну а чтобы уберечь себя от несчастья в этот день, существует обычай помолиться преподобному Касьяну и поставить ему свечку в храме 3 четверга подряд. Это считается действенным способом привлечь защиту и благословение святого, чтобы обеспечить себе защиту от неблагоприятных событий. Особое внимание уделялось также и защите домашнего скота. Считалось, что святой Касьян мог унести животных, поэтому вешали в хлевах обереги, читали особые молитвы и старались не выпускать животных на улицу без необходимости. Эти меры предосторожности помогали защитить скот от возможных опасностей и обеспечивали тем самым самое благополучие для хозяев. Кроме того, считается, что именно в этот день темные силы выходят на свободу, способные причинить людям вред и несчастье. Кроме того, народные приметы нам говорят, что в этот день никакие дела не принесут пользы, поэтому лучше воздержаться от любых активных действий. Особенно страшным считалось время до солнечного восхода, поэтому люди предпочитали спокойно спать до обеда, следуя рекомендациям даже со стороны медиков. Существовало убеждение, что в это время темные силы наиболее активны и, к сожалению, могут нанести вред человеку.
Кроме того, в народе 29 февраля считался ключевой датой в четырехгодичном цикле. Люди верили, что именно в этот день можно избавиться от различных болезней и негативного влияния высокосного года. И очень важно понимать и знать, что в этот день нужно обязательно читать молитвы, чтобы не привнести в свою жизнь бед и проблем. Известно, что люди, рожденные 29 февраля, называются высокосными детьми. Несмотря на множество поверий о несчастной судьбе таких людей, на практике многие из них живут счастливо и успешно. Современная наука не подтверждает связь даты рождения с характером или судьбой человека. Как вы знаете, судьба зависит от множества факторов, в том числе от личных усилий и обстоятельств. Также в этот день начинать новые дела или заключать брак нежелательно, поскольку это может привести к неудачам и к несчастью. Кроме того, обращаем ваше внимание, вы должны понимать и то, что все-таки нужно довериться своему сердцу. Если ваша интуиция вам говорит, не стоит этого делать или вас что-то беспокоит, подумайте о том, возможно, действительно высшие силы пытаются вам таким образом что-то подсказать, объяснить или сказать. Что же нельзя было делать 29 февраля по народным приметам, традициям и обычаям? Дело в том, что все народные поверья и приметы, которые нам напоминают, что нельзя делать 29 февраля, связаны с темными силами. В народе Касьяна считали жесточайшим, скупым и завистливым человеком, а потому день этот стал известен как один из самых страшных и несчастливых, завершение которого ждали наши предки с нетерпением. Итак, что же нельзя было делать в этот день? 29 февраля нельзя было впускать в дом незнакомцев. Наши предки считали, что присутствие другого человека в доме в этот день может привести к страшной болезни или к несчастью. Такой запрет обусловлен верой в темные силы, которые могут использовать этот день для того, чтобы нанести вред. Кроме того, святого Касьяна в народе называют повелителем ветра, и сильный ветер в этот день считается плохим знаком. И издревле верили, что такой ветер может принести беду и несчастье. Поэтому люди старались как можно быстрее укрыться от него и избегать выхода на улицу, особенно если погода обещала быть ненастной. Для того, чтобы уберечь себя от несчастья, преподобному Касьяну нужно как следует помолиться, поставить ему свечку в храме 3 четверга подряд. Особенно тщательно наши предки берегли домашний скот, читая молитвы и вешая обереги в хлевах, чтобы защитить его от темных сил, которые, как считалось, могли унести животных в этот несчастливый день. Кроме того, в этот день нельзя говорить о снах, увиденных этой ночью, так как такие разговоры могут привести к несчастьям и бедам. Поэтому лучше воздержаться от обсуждения своих сновидений и сохранить их при себе. Еще одним важным запретом этого дня является предостережение от прислушивания к лаю собак и пению петуха. Считается, что такие звуки могут предвещать несчастье и смерть, поэтому важно не обращать на них внимания и не принимать их как предзнаменование будущих событий. Важно помнить и то, что в этот день не рекомендуется выпускать животных из дома. Согласно народным поверьям, в этот день животные особенно уязвимы перед темными силами. Их наши предки оберегали от возможной болезни или несчастья. Лучше его держать их дома, быть, чтобы они были заперты. Это очень важно. Кроме того, избегайте страха сегодня перед грязью или если вы испачкались. Дело в том, что история о преподобном Касьяне служит хорошим примером того, что страх перед грязью может привести вас к неприятным последствиям. Преподобный Касьян не помог человеку, который оказался в грязи из-за своего желания остаться чистым, а этот именно акт эгоизма и стал причиной его несчастья.
Поэтому выводы из подобных историй: не стоит бояться грязи или нечистоты, но также не следует и пренебрегать помощью нуждающимся. Лучше всего помнить о справедливости, сострадании, доброте даже в самые загадочные и мистические дни календаря. Кроме того, в этот день нельзя оставлять в доме испортившиеся продукты. Это может притянуть к вам негатив и привести к черной полосе в вашей жизни. Поэтому важно внимательно следить за свежестью продуктов и избегать их хранения в доме в этот день. Еще одним предостережением является запрет на начало новых дел. Согласно поверьям, если вы начнете новое дело 29 февраля, это может привести к провалам и к неудачам. Поэтому лучше отложить запланированные начинания на другое время и избежать риска непредвиденных препятствий. Кроме того, не следует проводить в этот день сделки по купле-продаже недвижимости. Дело в том, что считается, что купленное жилье может подвергнуться опасности, например, произойти пожар или стать причиной серьезных бедствий. Также считается, что полученные деньги от продажи могут неожиданно исчезнуть или пропасть. Поэтому лучше отложить подобные сделки на другой день, чтобы избежать риска потерь и несчастий. Также в этот день рекомендуется воздержаться от каких-либо работ по ремонту или починке чего-либо, так как любые работы, проведенные в этот день, могут привести к непредвиденным последствиям и проблемам. Поэтому лучше отложить подобные дела на другое время и тем самым избежать риска возможных неудач и несчастий. Также, друзья, не разглашайте в этот день свои планы ни родным, ни близким людям. И не заводите новых домашних животных, иначе такое животное не приживется или даже может пропасть. Поэтому такое решение отложите на другое время, для того, чтобы избежать риска потери или неудач. Вот такой, друзья, у нас с вами день 29 февраля по народному календарю. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментариях напишите, друзья, слово «свет», и пусть высшие силы наполнят все сферы вашей жизни успехом. Итак, в комментариях пропишите слово «свет». Одно слово из 4 букв, но именно в этот день имеет оно очень важное значение. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.